Всем большой привет! В этом видеоролике я хочу вам рассказать о вот таком вот чудо-реле. Оно маленькое, стоит всего лишь 300 рублей. Но опять же цены варьируются. Я покупал на маркетплейсе, у кого-то дороже, у кого-то дешевле. Но я взял именно за 300 рублей. Вот так вот она выглядит. Размером чуть больше спичечного коробка. Здесь получается у нас вот это вход, фаза 0 и выход, фаза 0. Ничего сложного. То есть, допустим, один от розетки питания опускаете сюда, а отсюда уже дальше запитывается тот прибор, который вам нужен. В комплекте также идет два вот таких пульта управления. Есть реле продаются с одним пультом в комплекте, есть с четырьмя, есть с двумя. Также пульты такие продаются отдельно. Если вам нужно больше, можете приобрести их отдельно и запрограммировать каждый пульт на это реле. Также тут вот такой карабинчик и паспорт на двух языках, в общем. На английском и на китайском. Самый важный критерий вот этого маленького реле — это то, что оно работает до 30 ампер. То есть оно 30 амперное, видите, да, S30A. 30 ампер — это довольно большие токи, довольно большая мощность. Я думаю, без проблем можно подключить 3-4 киловатта мощности к вот этому реле. Вот я взял, честно говоря, его для освещения, чтобы мог одним нажатием кнопки включать освещение в гараже, а другим нажатием кнопки включать освещение во дворе. Также можно к вот этому реле подключить абсолютно любой станок, любую электрическую технику. Например, в мастерской, если у вас какой-то промышленный пылесос, и вы, допустим, подключили его к станку, вот как у меня подключен. Видите, да? Пылесос к станку подключен. Можно просто запитать этот пылесос от реле, нажимаешь кнопку, и пылесос включается вместе со станком. Тоже очень удобно. Вариантов просто масса. На самом деле огромный выбор подключения электрических предметов, так как оно и является 30 амперным. Еще раз повторюсь, что вот это реле у меня уже второе. Одно я установил в гараже для подключения света внутри гаража. Допустим, я подъезжаю на машине, нажимаю кнопку, и у меня в гараже загорается свет. Очень удобно. Я заезжаю в освещенный гараж, выхожу из машины в освещенный гараж. То есть это все перед гаражом тоже свет у меня включается за счет вот этого реле. И также на улице можно второе реле ставите. Можно на один пульт запрограммировать от одного реле на вот эту кнопку включения от гаража, а от второго реле запрограммировать на вторую кнопку. То есть включение и выключение света на улице. Например, нажали вы раз, свет включился на улице, нажали вы два, свет выключился. А вот эта кнопка свет в гараже включили, свет в гараже выключили. Также режимов масса. Сейчас я вам расскажу, как они работают. Итак, взял обычный вот такой провод с вилкой. Сейчас зачистим. И подключим их вот сюда. Input — это означает вход, для тех, кто не в курсе. На вход подключаем электричество, то есть вилку, а на выход уже подключаем сам прибор. В качестве прибора будем подключать обычную такую лампочку светодиодную. Все, напряжение я подал, вилку в розетку включил. А теперь давайте же проверим, запрограммирован ли пульт уже с завода. Нажимаем кнопку ON. Видите, свет включился. Нажимаем кнопку OFF, свет выключился. То есть с завода на эту реле пульт уже запрограммирован. Сейчас проверим второй пульт. Также на включение и на выключение. Сейчас я вам расскажу, какие еще режимы есть у него, у этого реле, и как их запрограммировать. Для программирования вот здесь есть сбоку кнопочка. Вот. Она нужна будет именно, чтобы запрограммировать режим. Так, давайте же настроим наше реле на режим нажатия кнопки. То есть пока кнопка будет нажата, реле будет работать. Кнопку отпустили, реле будет отключаться. То есть очень полезный режим, например, для работы на каком-то станке, либо для включения вытяжки и так далее. То есть либо открытие ворот, кому-то надо приоткрыть немного, например. То есть пока мы держим, она открывается, отпускаем, закрывается. Также какую-то лебедку можно к ней подключить без проблем и управлять лебедкой. Также держим, она вращается, вращается, отпустили, она остановилась. Ну, то есть это уже предел вашей фантазии. Как говорится, куда сможете вы его применить. Ну, сейчас покажу, как же запрограммировать. Нажимаем на кнопку реле, держим 3 секунды. Раз, два, три. Отпустили. Индикатор загорелся. И теперь нажимаем на кнопку. Все. Видите, пока кнопка нажата, реле работает. Кнопку отпустил, реле отключилось. Кнопка OFF, она не работает, она не прописана. Мы ее можем прописать на какой-то другой режим, к примеру. Вот, давайте же попробуем на второй режим прописать, либо к другому реле. Второй режим — это включение и отключение одной кнопкой с фиксацией. То есть, если вот этот режим у нас режим без фиксации, пока мы держим кнопку, реле активировано. Отпускаем кнопку, она не активирована. Это режим без фиксации. Вторую кнопку давайте с вами пропишем на режим с фиксацией. То есть, нажимаем 2 раза на кнопочку программирования и держим 3 секунды. Раз, два. Держим. Все, видите, загорелся. 3 секунды подержали, отпустили. А теперь нажимаем на кнопку. Все. Вторая кнопка у нас запрограммировалась на включение и отключение. Видите, нажимаем, включилась, отключилась. А это у нас режим без фиксации. Вторая кнопка имеет режим фиксации, то есть нажали. Получается, мы 2 кнопки запрограммировали на 2 разных режима. Очень удобно.
Третий режим у нас получается включение и отключение разными кнопками, который был у завода. Как его прописать? Все очень просто. Нажимаем на кнопку 3 раза. Раз, два, три. Держим 3 секунды. Раз, два, три. Отпускаем. Индикатор загорелся. Все, нажимаем на одну кнопку, нажимаем на другую кнопку. Прописалось. Это включает, это отключает. Все очень просто. Сейчас я на улице подключу это реле на освещение уличного фонаря. А вторую кнопку запрограммирую на освещение в гараже и посмотрите, как это работает. Еще хочу обратить ваше внимание, что первое реле у меня уже стоит, получается, с осени в гараже, в холодном, у нас морозы до 30 градусов. И вот этот пульт, вместо включателя-выключателя один я приклеил в гараже. То есть, когда я захожу в гараж, я могу включить, выключить, батарейка в нем не замерзает. Это просто огромный плюс. То есть, в любой мороз она работает без проблем. А также вот эти брелки в машину положил по одному брелку. Один брелок у меня дома, чтобы можно было с дома включать-выключать свет. Каждый пульт прописывается отдельно. То есть один пульт вы прописали, также дальше тем же самым макаром прописываем другой пульт. Вы можете один пульт прописать на один режим, другой пульт прописать на другой режим, третий пульт на третий режим. То есть без проблем каждый пульт, получается, прописывается отдельно под какой-то конкретный режим. Итак, я, конечно, не электрик, и тем более зимой особой красоты не буду наводить. Вот это реле у меня подключено на освещение гаража. Вот в гараже по контуру лампочки. А вот этот вот, получается, выключатель обычный у меня шел через распред-коробку. И вот он пошел на улицу, на уличный фонарь. Просто разрезаю вот этот вот провод, выключатель выключен, чтобы меня током не ударило. Разрезаю этот провод, зачищаю. Вот этот конец я подключаю на вход реле, а этот конец на выход. Все, уличное освещение будет подключено. Сейчас я все это дело подсобирую и покажу, как это работает. Ну вот, все, реле подключил буквально за 5 минут. Смотрите, вот это нижнее включает освещение во дворе. Вот. Ну, моргает это просто на камере, на самом деле лампа светит нормально. Вот. А вот эта вот кнопка включает освещение в гараже. Вот. Видите? То есть две реле по очереди. Пожалуйста, строго меня не ругайте за вот эту электропроводку. Проводил я ее зимой, как попало, по-быстрому. И так и оставил. Короче, может, весной переделаю. Еще чуть не забыл. Зашел домой и вспомнил. Хотел вам сразу рассказать. В общем, смотрите. Это реле работает как с постоянным, так и с переменным током. От 9, это постоянный ток от 9 до 72 вольт, а переменный от 85 до 265 вольт. То есть довольно универсальное реле, поэтому всем советую. Стоит копейки, а польза просто, как говорится, на миллион. Так что, друзья, кому понравилось и кто еще не слышал про данное реле, пользуйтесь, берите на заметку. Вещь действительно классная. На сегодня все. Всех с прошедшими праздниками. Желаю добра, удачи, успехов в новом году. Пока-пока.